Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья. И сегодня у нас урок вопросы-ответы. Я постараюсь ответить на ваши вопросы, которые вы мне задаете. В частности, сколько игрушек должно быть в комплекте, как сочетать между собой разного цвета покраску, бархат, шелк и многое другое. И также по-быстрому покажу, как работать с крашенными заготовками. Это легко и просто. Приклеили стразы, лепнина, бантик, перышко. Его прям подрезать надо, оно большое. Камень. И вы посмотрите, какая красота получается. Оставайтесь со мной, и я вам покажу, что творить красоту это легко и просто. И все ваши знакомые и друзья будут обеспечены подарками, от которых они будут в восторге. А сейчас приступим. И один из вопросов, который вы мне задаете, почему на некоторые игрушки я приклеиваю ленту с петельками, на другую нет. Вот вы видите, здесь у меня игрушки в покраске, петельки есть, и здесь у меня игрушка в шелке. В основном я подклеиваю на ткань, на шелк, так как это предотвращает от того, что размажется клей. Если мы подклеиваем стразовую цепь, то сначала подклеиваем ленту, а затем уже на ленту наносим клей и подклеиваем цепь. Это защищает от того, что клей размажет нам ткань. Вот один из вопросов. Так, где я беру эту ленту? Раньше я покупала в Украине, сейчас, к сожалению, это невозможно, но я заказала большую партию, придет где-то в середине июня, поэтому, если надо будет, обращайтесь. И сейчас приступим к шару в покраске. Покраской я сейчас занимаюсь сама. У меня будет очень много разных цветов. И обрабатывать я буду вот такой вот стразовой лентой. Она самоклеющаяся. Многие уже видели, я с ней работаю. Я отрезаю 3 ряда. Можно меньше, но в данном случае у меня 3. И на покраску я не подклеиваю ленту. Просто это незачем. И я беру... Лента клеится очень хорошо. Вот, я сняла защитное покрытие. Вплотную прикладываю к макушке. И под небольшим таким растяжением, не растягиваем, просто натягиваем, я подклеиваю стразы. Клеится очень хорошо, как я уже говорила. Мои постоянные подписчики помнят, в прошлом году золотой комплект у меня был. Тоже я обрабатывала и вот такими стразами. И просто доклеиваем все уже. И здесь мы с вами лишнее отрезаем. Так, потеряла ножницы. Сейчас вернусь к вам. Вот я измеряю, сколько мне надо. Лишнее отрезаю. Теперь полностью снимаю защитное покрытие. И вот эти хвостики прямо заправляю, чтобы все было ровно. Вот так вплотную. Вы видите, уже какая красота. Чтобы подклеить вторую ленту, так как здесь у нас ничего прикрепить нельзя, и чтобы все было ровно, то здесь пока не снимаем защитное покрытие, прикладываем и вот так смотрим. Если чуть-чуть криво, снова все прикладываем и все вымеряем. Вот у меня все ровно. Теперь я придерживаю, никуда не убираю. Подхожу к этому краю, снимаю ленту, вот так подгибаю ее и подклеиваю вплотную. Теперь один край у меня подклеен. Еще раз все измеряю. Убеждаюсь в том, что у меня все ровно. Теперь вот так пальчиком отмечаю место, где вот край ленты. Держу, убираю защитный слой и возвращаю к пальчику. Вот, вы видите, все ровно получается. Теперь вымеряю необходимое мне. Это для того, чтобы вы туда-сюда не подклеивали и каждый раз не снимали. Вот я вымерила, сколько мне надо. Примеряю, чтобы у меня все было ровно. Отмечаю пальчиком. Вот вы видите. Теперь я убираю защитный слой. Вот, нечаянно. Так, вот.
И укладываю вот так вплотную. И вот здесь тоже все вплотную укладываем. Ну вот, шар у меня украшен, и вы видите, как легко и просто это все делать. И следующий вопрос: сколько игрушек должно быть в комплекте? Могу ответить на этот вопрос очень просто. Столько, сколько вы хотите или сколько пожелает ваш клиент. Это может быть одна игрушка, это может быть две игрушки в коробке, это может быть 10 игрушек или 150. Все зависит от желания клиента и вашего. Следующий вопрос, который вы мне задаете: где я покупаю лепнину? Лепнину я не покупаю, я ее делаю сама. Использую я для этого глину Креал и молды. Так, сейчас потянусь. Вот мои молды. Буквально вот сегодня вытащила свежую лепнину. И на своих уроках я подробно показываю, как я делаю, и также чем работаю, и маленькие советы даю. Следующий вопрос: чем я крашу лепнину? Можно использовать любые краски на водной основе, акриловые, есть с перламутром, есть металлизированные вот такие краски. Так что все, что у вас есть, можно использовать. Я даже в некоторых случаях использую даже тени для глаз. Есть такие перламутровые, мелкие, и я пальчиком беру и вот так все это дело подкрашиваю. Также можно использовать поталь, золото, ну и все, что у вас есть. И не бойтесь экспериментировать. Иногда при экспериментах получается что-то невероятно красивое. И еще один вопрос, который вы мне задаете: какие формы заготовок должны быть в комплекте? Хотя слово «должны» здесь не совсем уместно. В комплекте может быть все, что вы хотите. Это могут быть шары 8 сантиметров, это могут быть шары 6 сантиметров, 7 разного диаметра. Это могут быть заготовки, вот такие форменные, красивые. У меня вот шишки, все, что вы хотите. Чем больше разных форм, тем интереснее и богаче смотрится комплект. Главное все между собой сочетать. Еще один вопрос, который вы задаете: какую ленту я использую для бантиков? Я имею в виду ширину ленты. Почему в одних комплектах я использую ленту 4 сантиметра, в других 3, 2,5, в некоторых 1,5. Вот как в этом комплекте. Так однозначно я не могу ответить на этот вопрос. Иногда бывает, что я делаю несколько бантиков разной ширины, ленту использую и примеряю. И что мне подходит, из того я уже делаю на все остальные шары и другие заготовки, бантики. Поэтому, что вам нравится, можно использовать. Не обязательно делать конкретно, как у меня, бантики и использовать такую же ленту. И еще по поводу ленты. Также вы спрашиваете, какую ленту я использую. Я предпочитаю работать с двухсторонними лентами. Они такие плотные, хорошие. Вот вы видите, я даже помяла, и она возвращает форму. Если это бумажная лента, некрасиво получается, потом все это помято. И за последние 2 дня поступило много вопросов насчет вот этих заготовок. Я занимаюсь покраской сейчас сама, и многие спросили, окончательный ли это вариант уже декорирования. Нет, конечно, вы помните, я делала вот такую заготовку, украшала. Вот вы видите, она украшена. Также шишки и вот такую сосульку. Конечно, без декора они выглядят немного, что-то недостает. Но, конечно, я все покажу и расскажу. Все еще впереди. И пока я жду свои материалы, должны прийти в июне месяце, я стараюсь подготовить как можно больше заготовок в покраске. И вопрос: интересуют ли вас большие заготовки? Это 10 сантиметров и 12 в покраске в одном цвете. Также я заказала шелк. Придет очень много цветов, много камней, страз и всего остального. И, конечно, будет много-много красоты.
А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Не забывайте подписываться на канал, также включить колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. Творите красоту вместе со мной для себя и своих близких. Пока-пока.